Сегодня у нас новая сказка «Гуси-лебеди». Мне показалась женская сказка про возраст. Тебе не показалось? Она так и есть. Так и есть. Ну в принципе да, там потому что семья есть полноценная, и там муж, жена. У них 2 детей, старшая дочь, младший ребенок. Активное участие, конечно, в этой сказке принимает дочь. Конечно, растущая женская. Такое любознательное, которое все ей интересно, интересен этот мир, открытое достаточно. Все они выходят из дома. Родители и дети. И родители, кстати, и говорят, когда мы приедем, мы принесем тебе платочек. Все, хана, платочек принесет. Еще какие-то там ресурсы. Платочком они ее напугали. Что надо сейчас с этого момента идти делать шкоду какую-то. Естественно. Что она делает? Она, короче говоря, берет своего брата, они вместе выходят из дома, она его оставляет, а сама идет, занимается своими делами, играет, там где-то бегает, прыгает. И когда она вспоминает, оказывается, она брат у нее там был, где-то сидит. Вспомнила вдруг. Вспомнила, да, вдруг, что на поляне где-то брат. А брата-то нету, она приходит. Да. И что она видит? И видит то, что его лебеди где-то утащили и уже далеко за лесами летят, над лесами, на горизонте уже. Смотри, как интересно, она попала в такую ситуацию, в травматическую достаточно, и тут же действует. То есть не закрывается в себе, она просто идет в лоб, действует. А что ей остается делать? Ну, не, просто разные тут я решил затронуть такие вещи, то что есть 2 реакции, там бей, беги. Вот она решила побежать за ними. Бежать, да. Есть еще реакция «замри». Да, 3-я реакция. И вот она бежит и встречает разные сказочные, я не знаю, это объекты или персонажи. Разные персонажи встречает сказочные. Не помню, что там первое встретилось. По-моему, яблоня встретилась ей первая. Опять же, символ женского, такого плодоносящего, уже, можно сказать, символ девушки такой, которая готова к замужеству, там, к плоду, чему угодно, тоже такой сексуальный символ. Яблоня говорит: вкуси меня, то бишь познай меня. Знаешь, это Алиса в стране чудес, съешь меня, да? Познай меня. Но ей сейчас до этого, до познания яблони? Нет. До познания плодоношения? Абсолютно нет. Нет, вот и все. Она причем ссылается на то, что моего отца яблоки садовые никто не ест. То есть, в принципе, она немножко так дает понять, почему она сейчас не хочет это. Ну, потому что у нее в их саду этого в избытке. Там в этой сказке есть 3 символа. Печка, которая полна пирогами, яблоня, которая полна яблоками, и молочная река с кисельными берегами. И все хотят, чтобы она именно питалась. Познала их. Познала их, да. Съешь пирожок, съешь яблоньку, выпей молочка, да. А вот если верхнеуровнево пробежаться, получается, мы сказали, что такое яблоки, а что такое печка, пирожок? Что такое пирожок? Сила, я так понимаю. Тесто, да. Тесто, когда месят. Ну, то есть пирожок — это изделие хлебобулочное. Из теста. Из теста. И мясо, видимо. Ну, я не знаю, с мясом там или с капустой, или с яблоками пирожок, там не сказано. Но просто это опять-таки то, что производит мать. Она и об этом и говорит, что в печи у моей матери и повкуснее, и то никто не ест. Да, то есть вся сказка говорит о том, что она напитанная. То, что она уже напитанная. Что ресурсов много. Но однако же вот как только в любых сказках хорошая мама уходит, тут же появляется баба-яга или злая мачеха. То есть тут же появляется та, кто утаскивает растущий анимус, да, вот как здесь брата, или та, которая начинает учить к замужеству. То есть опять-таки сказка о подготовке к замужеству. О резком таком старте. Да, и говорят то, что эта невеста, да, то есть девочка вот эта вот, она наполнена, у нее все есть, она напитанная. Ну смотри, она же в первую встречу она отказывается съесть. Да, но обратно-то она идет уже с братом. Да, с братом идет, она
Опять же. То есть она соединилась со своим анимусом, со своей растущей мужской частью. И тогда уже ей нужно напитаться. И, кстати, это интересно. Детская напитана, а вот это вот взрослеющее еще допитать. И, во-первых, да, есть территория отчего дома, да, то есть отцовского дома, а есть территория за гранью. Неизвестное. И вот за этой гранью тоже находятся напитывающие объекты. То есть можно сказать то, что здесь идет еще познание ресурсов, структуры жениха. Даже так. Да. И получается, смотри, когда она эти персонажей сказочных встречает, она отказывается от этих ресурсов, проходит дальше. Да. Если я не ошибаюсь, проходит она через лес, выходит к дому Бабы Яги этой. Угу. И видит своего брата, который играет с золотыми яблоками. Да. Вот это интересный такой момент. Ну, то есть яблоки, уже золотые яблоки. Угу. Ну, то есть яблоко еще символ познания, символ знания. Мудрости, да? Мудрости, да. И Ева вкусила яблочко. А это золотые яблоки, вечные знания. То есть то, что вообще вот у золота такая символика вечности, символика духовности. То, что никогда не меняется. То есть если мы добываем ресурс золота, то он такой же, его не надо ни окислять, ничего. Вот его взял, и он блестит. То есть он не меняется в земле, в отличие от остальных металлов. Девочка, она вступает в контакт с этой старухой, Бабой Ягой, Угу. и немножко ее тоже обманывает. Ну а как по-другому с гиперматеринским комплексом? Ну вот тут видишь, она брата не хватает, сразу не убегает. Она решает с ней поговорить. Ну, вступает в контакт, она ее видит. То есть Принимает, то есть. она видит эту часть материнского, которая, по сути, это обучающая материнская. Нечего бегать, гулять где-то там. Все сказали за братом следить. Следи за братом. Иначе встретишься со мной, да? Да, иначе встретишься со мной. Баба Яга дает ей плести, по-моему, веретено какое-то. Ну, опять же, идет подготовка к замужеству. Она ее начинает учить. Учить, как это делать. То есть Да. обучать навыкам. Обучать навыкам, да, которые ей пригодятся в замужестве. А вот мышка в этой ситуации, это является трикстером? Конечно. Ну, благодаря мыши они вышли. Вот это абсолютно верно, и она ее не съела. Ну, в нашей культуре мышка трикстер. А в других культурах кролик трикстером является, либо лисак трикстером является. Все зависит от культуры в нашей мыши. И опять же, девочка делится ресурсом в виде каши с этой Напитывает мышкой. его. Напитывает ее. Каша. И ты открывает ей секрет, то, что Баба Яга, оказывается, тебя готовит к тому, чтобы съесть. Ну, конечно, если она останется, то Преобразовать. материнская, конечно, съест. Вот как интересно-то. Поглотить. То есть, когда она остается на территории гиперопекающей материнской части, любой ребенок поглощается. Поглощается, да. Так же, как и Съедается. все вокруг поглощается, как черная дыра какая-то, которая всасывает Да, всё. так и есть. Без разбора. Но если посмотреть в жизни, так и есть. Да, то есть там и вот это, все туда Да, ну я тебе все дам, но ты от меня никуда не денешься. будешь как на цепи, да, на золотой. Ну так и есть. Ну и в сказках, в руссконародных сказках заложен постоянный вот этот вот, что надо возвращаться к себе. Ты столкнулся, ты это увидел, ты это прожил, вернулся к себе. Почему дети, которые напитаны этими сказками, они легче проходят жизненный путь? И разные У них, трудности. да, и разные трудности, у них просто уже этот опыт заложен внутри. Ну скажи, вот да, ты разный путь прожил, есть же всегда соблазн вернуться к родителям. Всегда есть. Да, сэкономишь ресурсы, мы тебе дадим ресурсы, мы еще что-то Приготовим там, приготовим, уберем. но при этом стагнация наступает. И после нее деградация абсолютно. Вот. И как только ты принимаешь решение, что не, ребят, я так не играю, все спасибо, все свободны, сразу происходит рост. И опять же, в этой ситуации всем выгодно. И родителям в результате они Конечно. освобождаются Ну, от просто этой гиперматеринской. Почему родители любят, когда дети остаются? Да потому что смысла нету жить вместе дальше. Отцу и матери иногда бывает нету смысла вместе дальше жить. Смысловая история теряется. Единственное, на чем держался их брак, это дети. А тут они вылетели из гнезда. И все, смысла нету. Либо начинают, давайте быстрее нам рожайте. Чтобы быстренько один смысл заменить на другой. Подмена смыслов получилась. Подмена смыслов, да, потому что вместе мы не можем. Или забыли уже зачем, да? Ну, или забыли зачем. Ну, когда браки ранние особенно.
Там и не знали зачем. Никогда не знали. Не знал, да еще забыл, да? Это из этой серии. Материнская. Нет, По есть традиции. и отцовская, это называется Кощейский комплекс. Есть гиперматеринский комплекс дракона, а есть комплекс Кощея. Ну, вот про него я крайне редко от людей слышал, про Кощейский. Да, мы еще с тобой не рассматривали сказку «Царевна лягушка». Надо будет обязательно. Это его когда над златом чахнут. И не использует это злато вообще. И не используют, да. Получает информацию от мышки после того, как она ее прикормила. Угу. И хватает брата и просто уходит. Да. Просто уходит. Баба Яга там на своей волне все. Она там Ну, она их готовит. пытается догнать. Догнать пытается. Опять этих лебедей своих гусей Мгм. применяет. Мгм. Такую опцию на них. Да. Пытается их обнаружить сверху, просканировав. Ну, то есть, да, вот если смотреть вот эту динамику гуси-лебеди, которые уносят, ну, скажем, грубо говоря, братца этой сестрицы к бабе Яге, это птицы, которые переносят, да, через верх духовный опыт для набирания духовного опыта. Вот мужское должно набраться еще духовного опыта. А мужское, по-моему, не совсем осознает, что с ним происходит в этот момент. А он же маленький, он же не это. Ему вообще все равно, катается и катается. Кто его туда, куда понесет. Но у женщины мужское должно вырасти, да. Оно потихонечку растет. Но оно тоже же может застрять у бабы Яги. И не вырасти вообще. То есть вот внутренний анимус, да, вот внутренняя мужская часть, она может и не расти. И оставаться инфантильной. И тогда, опять-таки, тогда женщина начинает работать. Такой много очень захватнической энергии просыпается. Мужчина превращается, Да. сварливый становится. Ну, типа того. Но смотри, очень часто принято говорить о том, что вот ты как баба, ты как мужик. Но на самом деле, как раз-таки женщина становится как мужик, когда у нее не хватает мужской части. Когда она на перенапряжено женское, на гиперматеринских функциях, она как старуха старосварливая становится. Ну, да, кстати, да, замечал таких. Вот. Молодая, ворчит, все и не так, все и не так. Мужика просто и надо. Мужика надо. Внутреннего мужика вернуть. Которую она забыла где-то там. Которая сидит где-то там у бабы Яги, да. Взращивать. Когда понимать. взращено мужское, да, то женское начинает расслабляться. Раскрываться. Раскрываться, и мужское тогда приходит совершенно другое к нему. И вот на обратном пути, кстати, вот эта девочка уже принимает все ресурсы всех этих персонажей. Да. В вынужденном таком. Допитывает, потому что иначе они ее не спрячут, не защитят. И получается, опять обратно она вернется, откатится к своему тому уровню. Ну, то есть ее найдут, вернут в этот дом. Да, найдут, вернут, и она не к тому уровню откатится, она придет уже с опытом, и ей еще подарки мир принесет. То есть ее не накажут, если бы она потеряла, а ей дают дары, там, косыночку эту. То, что родители обещали, они все туда дадут. Да, то есть даже не просто так. Да. Она принимает все подарки, соответственно, лебеди ее не видят, то, что их прячут благополучно. Да, защищает, материнское такое защищает еще. Допитывает, как бы в утробу еще сажает, допитывает, но уже вдвоем. Они вдвоем прячутся, они соединяются каждый раз. Вместе. То есть если сначала из дома они вышли один в одну сторону, другой в другую, то обратно уже 3 раза где они прям соприкасаются и вместе. Так, да, они допитываются, возвращаются домой к матери. И получают подарки. Получают подарки, собственно. Да. И тут мы видим то, что сказка про рост такой прямо женский. Родители-то не в курсе были, что там произошло? Нет, не были в курсе. Не надо было. То есть, да, возвращение мужского. Да. И проращивание внутри себя мужского. Да, мужской части.